Итак, и снова здравствуйте. Работа продолжается над автодомом. Ну, работаю так, что по мере поступления материала, потому что каждый раз приходится заказывать, пока ждешь, пока туда-сюда, в общем, то одно, то другое делаешь. Ну, потихонечку, помаленечку продолжается. В общем, пришли такелажные рейки, или по-другому аэрлайн шины. Это рейки для крепления груза. Сейчас покажу. Хочу их пришпандорить на улицу на борт с левой стороны машины. Ну, то, что машина маленькая, 6 метров всего лишь. И как бы для транспортировки каких-то вещей, там, ну, не знаю, канистру или еще что-то с бензином, солярой. В общем, внутри возможностей, ну очень мало, просто ограничено пространство, да. Вот, поэтому решил, поставлю с левой стороны на борт. Ну и там уж, как говорится, нужно будет. Ну, скорее всего, нужно, но лучше сделать сейчас, чем потом. Потом это будет, ну, намного сложнее. Вот они, эти рейки. Вот, покажу потом, куда я хочу их пришпандорить. Ну, в общем, сейчас надо нарезать по длине. Вот, сразу заказал простые плоские шины, чтобы с обратной стороны, с внутренней стороны ну, было распределение нагрузки, да. В общем, не просто там болтик и шайбочку, а посажу еще шину вот на всю длину. Ну, насколько она получится там, конечно, там-то тоже все эти перегородки и все прочее. Ну, как бы тонны-то не будем на этих шинах возить, да, ну, все равно. Чем крепче, тем лучше. Дубль номер 1 почему-то не получился, не знаю, что-то пошло не так. Выключилась камера, может быть, я не включил. Ну, в общем, я уже шиночки-то нарезал. Но это ничего страшного, хотел вам тоже показать. Сейчас мы еще будем резать. Потому что у меня тут остатки остались еще. Ну и одна это. Еще одна целая. Я решил, раз пошла такая пьянка, почему нам не повешать на заднюю дверь? Вот. Тоже можно что-то присобачить. Ту же самую канистру, ящик какой-то для тросов. Ну, хоть для чего. Вот. В общем, отмерил тоже на заднюю дверь. Сделаю одну сверху и две снизу. Так как он идет такой круглый весь, сверху у нас 50 сантиметров. Ну, у меня остаток чуть меньше там был, да, этот сантиметр уже разницы не влияет. Погоду нам не поменяет. Вот, и сейчас еще две штуки по 60 отшмонаем. Вот. Так, ну сейчас будет малость громко. Но ничего, при монтаже сделаем, чтобы вам было тоже комфортно. Готово? Вот эта штука у нас пойдет, где боковая дверь, шина, да, стоит. Там еще такой участочек свободен. Вот. Забубеню ее туда.
Естественно, все это, ну, подготовлю. И потом хочу покрасить черным. Потому что так в алюминке неинтересно. Сделаем их черными. Здесь надо подработать еще, закругление там. Вот. Ну, сейчас займусь. Надо сделать трафарет. Вот, вернее, шаблон. И по шаблону уже вырезал это закругление. Хотя шаблон у меня уже практически есть. Вот эти наконечники для этих шин. Ой, стоять. Я его приложу. Он неплохо туда подходит. Сначала маленько надрежу пилой, ну а потом придется напильничком дорабатывать. Без доработки никак. Итак, будет опять громко. Я проверил, камеру записывает. Что-то она сегодня у меня уже 2 раза. 2 раза что-то пошло не так. Наверное, я опасно делаю. Не повторяйте за мной. Не надо так. Обработаю края. Конечно, если болгарочка, можно было и ей. Было намного быстрее. Так, сейчас прикину, все ли хорошо. Ну, я посмотрел, подходит, отлично, мне нравится. Ну, без болгарина никак. В общем-то, делаем краешки. Красота! Отверстие понасверлил уже. Тоже геморрой, конечно. Много работы. Ну, как говорится, красота требует жертв. Отверстие засверлил. Теперь надо занькивать, чтобы эта головка... Утопить головку болта. Она торчит здесь. Некрасиво. Ну и непрактично. Ну вот, это дело готово. Заньканул. Теперь вот самое интересное. Сейчас покажу. Вот это вот широкая рейка. Да. Она пойдет на левую сторону. Сейчас тоже покажу. Вот сюда вот. В этот проем, в это углубление. Это для раздвижной двери, если, ну, с левой стороны, у кого есть. То есть можно его тоже заказать и с левой, и с правой стороны, или которые праворуки
У них, естественно, с левой стороны раздвижная дверь. И сюда ставится эта шина для раздвижной двери. Вот сюда вот я хочу поставить тоже такелажную рейку. Но она широкая, и мне ее надо делать чуть уже. То есть, вот, в общем-то, по всей длине мне надо отпилить примерно вот по 3 миллиметра. Дело тоже такое, конечно. Алюминий быстро нагревается и плохо так пилится. Я вот хочу лобзиком тоже еще попробовать. Может быть, им будет попроще. Ну и в то же время, чтобы ровно было. Вот, в общем, отпилю это. Естественно, все края зачистить, чтобы заусенцы поснимать. Ну и можно красить. Хочу их в черный покрасить. Будет красивше. Есть, конечно, уже, как говорится, готовые такие рейки. И черные, и просверленные, блин, все прочее. Можно купить, но они стоят неимоверных денег. Так что, ну, я решил заморочусь. Ну, это раз. И во-вторых, я уже делаю размер конкретно для себя, какой мне нужен. Работа еще та. Шкурка быстро забивается. Алюминий мягкий. В общем, шлифовать и шлифовать. Хотелось бы как можно ровнее сделать. Чтобы так сильно в глаза не бросалось. Ну вот, после энного количества подходов получилось, в общем-то, довольно-таки неплохо. Я думаю. Конечно, не 100% идеально. Ну, если даже и будет это видно, то будет видно, что сделано руками. Что все это ручная работа. Времени заняло примерно часа полтора-два. Ну, не без этого. К сожалению, именно такого размера по ширине шины я не нашел. Вот, пришлось брать шире. Ну, вот такие процедуры проделывать. Вы сами видели. Ну, ничего. Думаю, будет смотреться хорошо. А главное, что будет свои предназначения исполнять. Так, ну вот, такелажные рейки понарезал. Теперь их надо готовить к покраске. В общем, сейчас обезжирить 240 шкурочкой, замотовать, и можно отдавать на покраску. Красить будет друг. Потом, если разрешит, то тоже это самое сделаем, небольшой обзор. Погодка прекрасная, на улице решил, птички поют, солнышко светит, красота. Ну вот, надо будет, конечно, время уйдет много на каждый уголочек. Ну, как говорится, чем лучше сделаешь, тем лучше будет результат. Ну что, погнали. Все-таки маленько механизировал. Намотал на сверло, чтобы вот эти вот все эти ямочки пройти. Все равно быстрее будет. Так. А остальное вручную, конечно.
Не прошло и полгода. Все реечки замотовал. Готовы к покраске. По времени заняло примерно часа 2. Вот их там сколько? Штук 10, наверное. Так, ну вот. Первую реечку поставил. Ну, пока так, это самое. Обклеил ее, короче. Чтобы потом клей это самое снимать. Вот. Как это все дело выглядит. Сейчас реечку сниму. Опять краску тоже мотануть маленько. Обезжирить. Ну и буду клеить. Попробую. Как пойдет. Так, ну что. Вроде все приготовил. Обезжиривать пришлось еще раз. Потому что залапал ее всю. Я еще решил саму эту рейку обклеить. Потому что хочу, чтобы клей выдавило насколько побольше наружу. Лучше я потом обтяну. Просто для того, чтобы туда грязь не попадала. Вот, приготовил уже вот такими вот обтяжечками. Посмотрю, какая лучше подойдет. Вот. Ну и в принципе, надеюсь, что ничего не забыл. Делаю это первый раз. Ну как, по профессии я каменщик. И плитку ложу. В принципе, с этим делом я знаком. С силиконами и всем прочим. Вот. Конечно, что касается этого клея, все, я его не знаю. Надеюсь, что все получится хорошо. Вокруг шурупов тоже нанесу. На всякий. Там вроде резиночки поставил, но... Ох. Это было совсем. Так. Теперь здесь еще. Клею, короче, напузырил, блин. От души. Здравствуйте. Так. Так, клея, скорее всего, надо было побольше. Нанести не особо выдавил. Ну, сейчас посмотрим, когда прижму. Может, нам этого и хватит. Зафиксирую ее. Затяну. С каким усилием буду затягивать? Я не знаю, чтоб не отвалилось, главное. Клей вроде выдавливает. Подтягиваю, выдавливает хорошо. Не надо будет добавлять. Отлично. Хорошо, когда окна нет. Можно руку через отверстие, или как его обозвать, протянуть. О! Так, затянул, наверное, с усилием 10 ньютонов или что. Примерно. Ну, вот так, короче.
Готово? Ну, одна готова. Еще дофига их. Так, сейчас я клей обтяну. Ой, хорошо, вылез вообще отлично. Отлично. Снизу маленько, конечно, есть, но снизу-то не так страшно, главное сверху. Как я уже говорил, я просто хотел побольше нанести, чтобы больше выдавило. Просто чисто из-за того, чтобы грязь туда не попадала. Нужно было нормально мыть. Так, по идее, клей-то, я не думаю, что и надо было. Красота! Так, ну все, вон клей как вылез, видите, да? Вот сейчас я подмочу, чтобы было попроще его стягивать. Так. Здесь у нас специально кто? А фиг его знает. Бутылка-держатель. Так, пацаны. Поменьше надо взять. Это я делал что? 8 8 миллиметров. Многовато. На 6 стянуть. О! Это самый лучший инструмент, ё-моё. А руки помоем потом. Так. Теперь самое. Снимаем ленту. Надеюсь, что получилось все хорошо. Да, все-таки лучший инструмент. Может и нет, скажите, кто как думает. Ну все. Так, все, лучше оставлю. Нормально. Снизу не видно. Я имею в виду, с пола будешь смотреть, не увидишь. Или скажешь, сделал профессионал. Ну и так далее. Так, ну вот, две верхние такелажные рейки пришпандорил. Две верхние, нижние, скажем так. Там сверху еще пойдут. Там видно отверстие. Я уже подготовил, да? Вот. Сейчас, надо, чтобы они подзатвердели, клей, чтобы засох. И потом буду верхние делать. Вот, сейчас поставлю еще вот сюда, вот в эту полость. Также такелажную рейку. Я уже за кадром просверлил 2 отверстия, воткнул туда эти гайки заклепки, 2 штуки. Пока наружнее, да. Вот. Сейчас поставлю ее, отмечу другие отверстия. И буду ставить эту рейку.
Теперь процедуру повторяем, так же как и сверху. Ну вот и эту шину поставил. Следующие верхние. Антолян. Вот у меня отверстие. Так, тут сделал специальные шаблончики еще, чтобы удержать расстояние между шинами. В принципе, сейчас это уже не так уж и важно. Я это уже делал перед тем, как сверлил отверстие. О, все подходит идеальненько. Все, поджимаю, обклеиваю так же самое. Это чисто так проконтролировать, все ли действительно у нас хорошо. Ну вот, и последнюю рейку установил. На этой стороне у нас все готово. Вот 5 штук. Вот, я делал вюртом, вот этим вот клеем, да, это, ну, клей. Он такой более жидкий, да, с ним можно подольше работать. А последнюю рейку я взял Zikaflex 522. Вот, ну, он как так по... Работать с ним мне больше понравилось. Но он такой, он густой, блин, то есть вручную выдавливал, надо определенно... Рука начала потом трястись. То есть, короче, может быть, его если подогреть маленько, тогда будет получше. Все, левая сторона готова. То есть такелажные рейки стоят, все нормально. На правую сторону и назад тоже еще будут монтироваться. Tonight I'm moving like